Привет, меня зовут Аня Аксенова, я психолог-сексолог, психолог семейных отношений и преподаватель тантры. Для того, чтобы попасть ко мне на личную консультацию, тебе нужно пройти по ссылке под этим видео, если ты смотришь меня через YouTube. Если ты видишь меня сейчас в Инстаграме, то там в описании профиля тоже есть ссылочка, по которой можно найти необходимую тебе информацию. А сейчас мы с тобой будем разговаривать. И будем разговаривать вот на какую тему. Ко мне в подавляющем большинстве приходят женщины, для которых достаточно чужда фраза о том, что женщина и ее тело – это храм для божества, храм для богини. И надо сказать, что я прилагаю достаточно усилий и даю очень большой спектр всевозможных практик для того, чтобы научить женщину входить в это переживание, в это ощущение. С другой стороны, в естественных условиях, когда бы женщина была такой вот, знаешь, первозданной Евой, только вышедшей из Эдемского сада, и не была бы отягощена всевозможными установками по поводу своего тела, по поводу своей сексуальности, всем тем, что говорили ей ее бабушка и мама про свое тело, про свои интимные органы, про свою красоту, все то, что могли говорить и взрослые мужчины, значимые мужчины, например, отец, тоже по поводу красоты девочки. Все то, что она в виде сценариев могла перенять из своего рода, из опыта всех женщин в своем роду. И в конце концов, трагичный жизненный опыт также наслаивает еще вот целую такую вот толщу, сквозь которую женщина не может пробиться к самой себе, не может ощутить то, что ее жизнь ее тела – это праздник. Да, и с другой стороны, женщина наиболее приближенная к своей природе по определенным причинам. Либо она долго ходила к психологам и давным-давно всю свою травматику проработала. Либо, может быть, у нее настолько были благоприятные условия взросления и дальнейшей жизни, что вот просто она такое небесное создание, которое не испытывало никаких тягот, и это возможно. И тогда эта женщина несет в себе ощущение, вот это переживание празднества своей жизни, празднества своего тела. Однако же, и вот я повторюсь, это то, с чего я начала, в большинстве случаев ко мне приходят женщины, для которых это чуждо. Но вот я сейчас тебе предлагаю словить эту метафору. И давай, кстати говоря, может быть, даже обратимся, не знаю, к Евангелию. В Библии ведь сказано, что тело – это храм Божий, правда? И, между прочим, Индия, особенно тантрическая традиция, также подходит к телу женщины и, в принципе, к телу любого человека с точки зрения видения там божеств. Даже в разных текстах приводятся разные метафоры сравнения с чем-то божественным. Например, может говориться о том, что каждая клеточка – это и есть божество мужское или женское в теле любого человека. Либо может говориться о том, что, например, какой-то отдельный орган – это воплощение шакти, к примеру, вот тантрическая традиция говорит о том, что каждый лингам, то есть каждый половой член мужчины – это воплощенная Шива, и каждая йони женщины – это воплощенная Шакти. И есть традиции, да, есть тексты, которые указывают на то, что все тело – это также вместилище и воплощение женщины, воплощение Шакти. В целом к женщине в Индии, если ты знаешь, очень почтительное отношения, женщину берегут, женщине оказывают очень много внимания, женщин в Индии меньше, чем мужчин, может быть, этим что-то обусловлено. А с другой стороны, скорее всего, все-таки вот этой вот исконной традиции, впитанной с молоком матери, к сожалению, в нашей стране традиции такой не было, и очень часто, особенно в прошлом наших бабушек, прабабушек. И я, между прочим, очень хорошо помню эту историю своей бабушки. Так вот, часто женщины
постсоветского пространства были такими тягловыми лошадками, которые тащили всю семью, которые тащили детей и еще работали на 2 работах, чтобы прокормить всех. Между прочим, моя бабушка, у нее была медаль ветеран труда. Вот, и 5-летка за 3 года, вот это вот ее реальность, да, она была женщиной тяжелого труда, она работала на каких-то заводах, на каких-то тяжелых производствах. И, конечно, в моей памяти это осталось, и в моей генетике это осталось. И я очень хорошо понимаю, как с этим материалом в себе работать. И поэтому могу помочь каждой женщине вот с этим же материалом обойтись нежно, трепетно, но все-таки взрастить это ощущение нежности к себе, любви к себе, взрастить ощущение того, что ты богиня и вместилище божества. И давай я вот дам тебе ту метафору, с которой я начала. О том, что мы можем жить либо скучно, уныло, как привыкли, либо мы можем праздновать эту жизнь. И мы можем праздновать свое тело. Попробуй, проживи эту метафору, попробуй ее прочувствовать. Попробуй прочувствовать празднование своего тела. Как это звучит в тебе, как по-особому это откликается в тебе. И вот это вот именно то, к чему ведет и танцевальная тантра. И это то, к чему я веду женщин, когда они приходят на индивидуальную работу со мной. Воссоздать в себе ощущение вот этого праздника. С другой стороны, конечно, это не так просто. Это не так просто, и тяжелый опыт сказывается, особенно хорошо это видно на танцевальной тантре, когда перед женщиной стоит задача высвободиться, да, освободить свое тело и воссоздать какое-то движение, словить его импульс, идущий изнутри, отпустить себя, разрешить себе. Вот здесь вот очень много сложного материала, очень много. И здесь очень много и неприятия своего тела, и некой такой схематичности очень часто движений, и боязливости движений. Боязливости сделать широкий большой жест, даже вот такая боязливость того, что это будет выглядеть нелепо. Я не могу себе это позволить. Как же так я вот так вот буду как лягушка в пруду, что ли? И это все внутренние такие запоры, не позволяющие нам высвобождать себя, в частности, они, да? И это тот материал, с которым мы работаем, и который требует кропотливого такого ухода, что ли, да, ну, кропотливой работы. Вот это не делается разово, не делается. Мы берем какую-то петельку, ниточку и начинаем тянуть, и пока не распустится весь свитер. Но эта ниточка одна, она маленькая, ее еще попробуй найти, и это требует времени, усердия определенного, да, и отданности процессу, потому что немаловажно в танцевальной тантре это умение отдаваться вот этому танцевальному трансу, да, выходить в какой-то такой альфа-уровень, альфа-состояние, когда ты уже как бы, не совсем ты, то есть твое тело уже более свободно, контролирующая функция мозга стихает, и ты начинаешь ощущать что-то, идущее из тебя и через тебя. Вот таким образом это все происходит. Я могу повториться, что это все очень интересная и кропотливая работа. И я предупреждаю женщин, которые идут в личную терапию, о том, что если мы, есть, в общем, разные запросы, можно какую-то задачу решить и правда и за 3 сессии. С другой стороны, если мы подходим комплексно и хотим решить более такую глобальную задачу, то мы берем от 3 до 6 месяцев, и это нормально.
То есть 3-6 месяцев – это такой определенный минимум, который необходим женщине для того, чтобы не просто получить впечатление. Вот ты получила впечатление и пошла с ним, и дальше все как было. Но взрастить в себе навык по-другому воспринимать мир. И это целое искусство. Я тебе позже об этом расскажу.